Добрый день, дорогие друзья. Очень часто люди обращаются с вопросом: а вот ортопедические подушки или ортопедические матрасы, они нужны? Может быть, лучше на них спать? Может быть, это полезнее будет для здоровья? Вот эту тему хочу сейчас с вами обсудить. Бывают две ортопедические проблемы. Когда на самом деле нужны, там, например, ортопедические стельки или ортопедическая обувь, да? И проблема, когда чаще всего слово ортопедическое употребляется для того, чтобы повысить цену на товар и для того, чтобы побольше на этом заработать. Первый вариант. Например, родился ребенок, и у него от рождения одна нога короче другой, да? Недоразвита. То есть одна нормально развивается, а вторая там, по какой-то причине не развивается. И она там гораздо меньше, чем другая. В этом случае, на самом деле, тут просто никуда не денешься. Нужна какая-то ортопедическая обувь, там еще что-то, да, для того, чтобы выровнять длину изначально неравномерных ног. Другая ситуация, когда, например, человек ведет какой-то напряженный образ жизни, забивают мышцы, и таз у него перекашивается за счет перенапряжения каких-то мышц, и, соответственно, ноги тоже становятся разной длины. Вот. В этой ситуации, конечно, ничего ортопедического по-хорошему не нужно. Почему? Потому что если вы будете подкладывать ортопедические стельки или покупать ортопедическую обувь, вы просто убираете следствие, компенсируете следствие, да? Но не убираете причину. Как таз был развернут, так и остается. Но я всегда говорил, что лучше гораздо убрать причину, и тогда не надо будет ничего покупать. Не надо тратить деньги на все, что идет с названием ортопедический. Вот. Поэтому надо просто вот это сделать. Вот это вторая ситуация, с которой чаще всего и приходится сталкиваться. И ортопедам, травматологам, к великому сожалению, не рассказывают про мышцы, про то, они забывают про то, что кости стоят не как они захотят, а так, как их держат мышцы. И что, по сути дела, нужно менять положение костей не за счет того, что вы там двигаете или как в мануальной терапии там повернул, дернул, хрустнул. Да? Нет. Нужно просто-напросто создавать правильный мышечный баланс, чтобы мышцы-антагонисты были в одинаковом тонусе с агонистами. Вот. То есть вот что нужно делать. Этим, к сожалению, у нас никто не занимается. Вот. И ортопеды, травматологи благополучно о проблемах мышц забыли или просто не думают, не знаю. Вот. И в связи с этим большинство товаров, которые идут с приставочкой ортопедический, да, ортопедический матрас, ортопедические подушки, они стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, вот, но фактически толку от них ноль. Вот, то есть эффект от того, что вы будете спать на ортопедической подушке, вы никогда не получите. То есть то же самое, что вы на простой подушке спите, что на ортопедической. Разница может быть получена совершенно в другом варианте. То есть есть люди, у которых одна фигура, есть люди, у которых другая фигура. Есть люди, у которых шея вот так вперед вытянута, да? Есть люди, у которых шея прямая, ровненькая. И так далее, и так далее. То есть в зависимости от этого вы можете просто подобрать низенькую подушечку, среднюю подушечку или высокую подушку. Да? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. Но прибегать к ортопедическим каким-то смысла нету вообще никакого. То есть буквально от слова совсем. Вот. Поэтому я отношусь к ортопедическим товарам так очень-очень настороженно. И я понимаю, что это в основном нужно для бизнеса, для того, чтобы набить карманы производителю или продавцу, но никак не для того, чтобы вы были здоровы. Вот мое мнение на эту тему. Благодарю вас, будьте здоровы.